Фаерда, привет! С вами снова Андрей Ахмедянов. И это чисто женский выпуск. В этом эпизоде вы познакомитесь с 3 женщинами-предпринимателями. И первая женщина – это профессиональный фотограф, который научит вас, как открыть свой бизнес. Вторая женщина – это профессиональный стилист, мастер на все руки. И третья – это девушка, которая организует модные мероприятия здесь, в Монреале. Спасибо всем тем, кто подписывается на наш канал, оставляет комментарии, лайкает. Мы очень вам благодарны. Это 4-й эпизод. Монреаль. Поехали! В течение этих невероятных 10 лет она получила ряд наград. Триренберг Super Circuit, Deutsche Allgemeine Zeitung, Германия, Who is Who in Photography 2010 года, Соединенные Штаты. В 2016 году она стала частью большой группы фотографов, работающих с журналом Portrait d'Enfant. Сейчас она работает над новыми проектами для различных изданий. Она начала свою карьеру в качестве фотографа в 2007 году. Имея степень в области детской психологии, ее страстью всегда оставалась фотография. В 2005 году она начала свое образование в киношколе, и в течение 2 лет она осваивала все нюансы фотомастерства. Есть истории, рассказанные словами, а есть истории, рассказанные без слов. Именно это она старается передать в каждой своей фотографии. Для нее каждая фотография – это маленькая история, придуманная ею. Самое главное в любой профессии – безумно ее любить. Когда, например, меня спрашивают начинающие фотографы, сколько вы на этом зарабатываете или как мне заработать столько-то, для меня в первую очередь это не деньги в этой профессии, не сколько я заработаю. Я считаю, что в первую очередь, когда в любой профессии тобой движет страсть к этому делу, допустим, там, оратор – это страсть захватить аудиторию. Человека, который преподает там, бизнес, менеджмент или еще что-то, это страсть больше человек научить, не знаю, передать эту свою страсть к этому процессу. То есть бизнес – это тоже своего рода страсть, найти больше клиентов, заработать больше лайков, там, а что мне сделать, а какую фишку придумать. И вот когда ты испытываешь эту страсть, и ты думаешь в первую очередь об этом, а не о деньгах, сколько это тебе принесет, то тогда тебе это приносит очень много денег. Вот если вы испытываете какому-либо делу страсть, то надо идти в это дело. Неважно, фотография это или танцы, или парикмахер, или кто-то либо другой. Совет начинающему фотографу: прокачивайте свои скиллсы. То есть в первую очередь надо получить опыт, надо наработать хорошее качественное портфолио. Я, конечно, понимаю вот эту страсть, когда ты только к чему-либо там приступаешь, только начинаешь фотографировать, и тебе кажется, ты сфотографировал цветочек, пчелку, как это здорово, как это красиво, вы посмотрите, ты пытаешься всему миру это показать. Остановитесь, не показывайте это никому. Потому что, конечно, я понимаю, что с приходом интернета в нашу жизнь, с приходом большого количества фотографий, то есть их такой поток, Инстаграма, еще что-то, что просто, мне кажется, можно задохнуться и утонуть во всем этом, как качественных, так и некачественных. Поэтому, если ты хочешь что сделать в своей профессии, то лучше показать, не знаю, учителям, если ты учишься на фотографии, или людям, которые действительно ты ценишь их мнение, их опыт. То есть не пытаться это сразу вывалить в массы, так сказать, потому что, во-первых, ты можешь набить очень много шишек, то есть ты можешь получить как негативные критику какую-то, которая отобьет у тебя. Может быть, ты вообще великий, великолепный фотограф, но вот кто-то тебя очень сильно, так сказать, закритикует, да, и потом ты решишь, что это не твое, и оставишь это дело. Я бы, наверное, все-таки такой совет дала. Хотел с вами немножко поговорить о 3 навыках продавца. Так происходит, что когда люди идут в продажи, они почему-то все вкладывают свои силы только в 1 навык. И эти навыки я расскажу в этом видео. Продавцы делятся на 3 категории. Первый – это находитель. На английском называется finder. Как бы смешно это ни звучало, это человек, который знает, как находить клиентов, как к ним подходить, что им говорить, как с ними обращаться, чтобы заинтересовать их, чтобы клиент захотел обратиться к ним и захотел у них что-то купить. Очень много людей, направляясь в продажи, не разрабатывают этот навык, а он является самым важным. Елена Григорьева,
семейный парикмахер и косметолог, или как называют многие клиенты, наша Леночка с волшебными руками. Воспоминания из детства стимулировали в Елене стать мастером своего дела и развить навык профессионального стилиста, чтобы делать людей красивыми. Ее кредо всегда учиться, совершенствоваться и давать только лучший сервис своим клиентам. Конечно, не бывает такого, что ты будешь для всех хорош и всем ты угодишь, но, как говорится, слава Богу, все мои клиенты, которые пришли, они до сих пор со мной, я их очень люблю. Наверное, больше вот все-таки я немножко скромный человек, потому что я не люблю себя показывать, как очень много объявлений, где говорят: я мастер международного класса, там, я вот работала столько-то лет там, у меня такие-то призы. Никогда такого не говорю. Пускай человек придет, посмотрит, попробует, понравится, пожалуйста, мы будем вместе работать и дружить. Обычно мы дружим. Многие боятся все-таки открывать бизнес. Пускай он небольшой, но с чего-то всегда нужно начинать. Конечно, у меня есть и большая мечта, что иметь большой салон, как цветик-семицветик такой, чтобы на одном большом ресепшене сидела женщина и приходили люди, и салон был в виде лепестков, и в каждом лепестке были бы различные, национальные, скажем, там, здесь испанцы, там, здесь африканцы, европейцы, американцы. То есть это было бы здорово, так, чтобы он был полностью прозрачный для клиентов. И второй это клоузер, это закрыватель. Это тот человек, который сажает человека перед собой и сможет рассказать о своем продукте все, вплоть до 100% знания своей продукции. Он сможет объяснить каждую деталь, что человек с этого получит, как он сможет это использовать и что это ему даст. Закрыватели – это те люди, которые умеют правильно договариваться о сделках, умеют правильно давать скидки, умеют правильно обрабатывать клиента для того, чтобы клиент захотел это купить. И очень-очень много продавцов идут именно в этот навык, потому что он является немаловажным, но он не самый важный, потому что не забывайте о том, что если у вас нету клиента, вам некого будет закрывать. Евгения Потемкина работает в сфере организации моды в Монреале. Неоднократно участвовала в конкурсах красоты, является владельцем платформы Fashion Profinder. На данный момент работает над своей собственной платформой Fashion Profinder и мечтает помогать людям добиваться успеха в сфере моды, кино и шоу-бизнеса. Наша жизнь – это сплошные сложности, да, вот что ни день, то все время какие-то сложности происходят. То есть как я их решаю? Ну, в первую очередь, что мне приходится делать, это просто принять их. В первую очередь это принять, что без них просто никуда не деться. А во-вторых, просто сесть, подумать, почему эта сложность произошла и как ее можно преодолеть, есть ли какие-то варианты. То есть самое главное не паниковать, потому что если будем паниковать, то никаких решений вообще не сможем получить. Так что надо сесть, подумать, и тогда уже какое-нибудь решение мы получим. Моя компания, да, Fashion Profinder, то есть, скажем так, 6 лет назад я совершенно не собиралась быть предпринимателем. Потом, семья, дети, и вот поняла, что не хочу работать на дядю Васю, хочу работать сама на себя, хочу иметь свое время. И в этот момент вот и все и началось. То есть нет уже своего дохода, нужно работать, и нужно откуда-то деньги брать. Это очень сложно, и иногда ты очень сильно устаешь, и ты просто ничего уже не хочешь. Но потом, как я уже сказала, как надо просто сесть, подумать, и все-таки есть какой-то выход. И тут раз ты понимаешь, что нужно общаться с людьми. Нужно общаться с людьми, ты выходишь в люди, тебя люди видят, ты общаешься на всякие мероприятия, где вот именно предприниматели, знакомишься, находишь людей, они тебе дают важные советы, тебе эти советы помогают идти дальше. То есть ты набираешься этой энергии, вот набрался этой энергии, идешь дальше. Опять начинаешь, опять начинает, бывают периоды, иногда это недели, иногда это 5 месяцев проходит, опять начинает состояние у тебя идти вниз. И ты опять куда-то выходишь, общаешься с людьми, нужных людей, тебе говорят: давай мы тебе поможем, что там тебе надо. Встречаешь, все, опять набираешься энергии и опять идешь дальше. Вот так у меня уже 3 года, это тянется. И третий тип – это девелопер, открыватель. Это тот человек, когда вы уже продали продукцию этому человеку, когда вы продали свой сервис,
Клиента нужно все время разогревать. У клиента проблемы, вам нужно с ним связываться, вам нужно помогать. Вам нужно сделать так, чтобы клиент к вам вернулся, чтобы захотел купить у вас больше продукции, чтобы кого-то вам посоветовал или захотел привести всю свою семью и поблагодарить вас, сказав, что вы сделали хорошую работу. Если вы хотите стать идеальным продавцом, вы должны вместить в себя все 3 навыка. И как я уже сказал в начале, первый навык – находитель. Он самый важный, потому что если вам некому продавать, вы не сможете ничего сделать. Хочешь быть идеальным продавцом, вмести в себя все 3. И этот выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. И между этим выпуском и следующим мы выпустим специальный выпуск только для вас. Мы сняли эксклюзивное интервью с очень большим актером, который прилетел сюда к нам в Канаду, в Монреаль, чтобы мы с ним поговорили о том, как стать профессиональным актером. Fired up! Пока!